Всем привет! Вы спрашиваете, как дела у моего канала, как продвигается мое, скажем так, расследование по поводу того, кто варит мой канал. И вот что я вам хочу показать. Напомню, что террором занимается вот эта компания Орфим, которая забросала меня жалобами как правообладатель, утверждая, что она имеет права на контент на моем канале. По состоянию на сегодня меня, по крайней мере, оставили в покое, и последняя жалоба датирована 18 апреля. Но при этом у меня заблокирована куча видео на канале, они висят в сомнительном статусе, и то, что меня оставили в покое, это такое слабое утешение. Я получила странный ответ с службы поддержки YouTube, и сейчас я вам покажу, почему он странный. YouTube называет партнером компанию Орфей только на том основании, что они имеют доступ к Content It, это идентификатор контента, и исключительно на этом основании, без проверки этой компании, YouTube считает, что ей можно доверять. Правда, добавляет, что если эта компания будет недобросовестно себя вести, то ее лишат доступа к контенту IT. Я специально уточняла, приводят ли какие-то доказательства эти люди, эта компания, на каком основании эти люди заявляют права на мой контент. Ну, мне сказали, что мне не будут отвечать на этот вопрос. И письмо, которое я вам покажу сейчас, оно демонстрирует, что YouTube просто нечего было мне ответить. Это ответ от компании Movavi, которая является настоящим правообладателем на музыку, которая используется в части моих видео. Для тех, кто не особо свободно владеет английским, я сделаю такой вот транслейт. Это для того, чтобы можно было прочесть ответ, который прислали мне правообладатели. Это ответ на мое письмо. Я спрашивала, почему какая-то шарашкина контора заявляет права. И что же мы видим? Компания Movavi практически прямо говорит, что любое посягательство на права на эти мелодии, это является мошенничеством. Они указывают, что музыка, предоставленная в их программном обеспечении, используется по лицензии, и она разрешена для любого использования, включая коммерческое, потому что эта музыка не монетизируется. Также Movavi указывает, что на YouTube используется система автоматической проверки контента, и этим пользуются, ну, она не говорит мошенники, но давайте называть вещи своими именами, которые заявляют права, которых у них нет. В частности, продолжаем дальше ответ Movavi, это компания, о которой мы сейчас говорим. И такие заявления Movavi называет ложными заявлениями об авторских правах. Что, YouTube не мог провести такую же проверку? Это же одно письмо, это 5 минут, чтобы поставить точку на компании Orfim. И тут самое время вспомнить, что YouTube называет эту компанию своим партнером. Как говорил один генеральный прокурор СССР, главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя. Поэтому я уже не удивлялась, когда на мое письмо, в котором я писала, что получила ответ от настоящего правообладателя, меня просто мягко, деликатно, культурно послали. Мне ответили, что YouTube не занимается чтением, изучением и так далее писем от третьих лиц. Третьи лица — это правообладатель, компания Movavi. Я сделала последнюю попытку написать, что это не третье лицо, а это как раз и является правообладатель, а не тот мошенник, который заблокировал мне канал. Но я не питаю иллюзий, что мне ответят как-то более конструктивно. Сейчас я нахожусь в ожидании, когда компания Orfim соизволит снять претензии с моих видео, свои лживые претензии. Они не спешат, у них есть месяц, и я так понимаю, это такая маленькая месть. Так что же, спросите вы, я обвиняю YouTube? Нет, я всего лишь говорю о небрежном выборе партнерства. Давайте посмотрим, что это за компания, которая подает на меня жалобы. В интернете можно найти сайт этой компании, информацию о регистрации ими товарного знака в 2016 году и куча жалоб на действия этой компании. Сама же она сообщает, что у нее аж целых 100 клиентов. А на сайте целых 2 положительных отзыва от клиентов с 2016 года. Как я уже говорила в своем предыдущем видео, это коммерческая компания, поэтому нельзя говорить о какой-то благотворительной деятельности в пользу YouTube. Это компания, которая работает за деньги. И мой канал они проверяли вручную, а не автоматически. Значит, им поступил заказ проверить мой канал.
Я говорю проверить, потому что у меня нет доказательств иного. Но с чего бы такая великая компания разыскивала на "Ютюбе" такой маленький канал, как мой? Канал был очень долго неактивен, а видео, которое проверяется им по 2-3 года. И вот стоило каналу заработать, как тут же появляется данная компания. И вот внезапно в ручном режиме данная компания с марта месяца начинает перелопачивать мой канал. В ручном режиме, я подчеркиваю, это значит, что не система Content ID послала им сообщение о том, что на данном канале есть какие-то нарушения, а они сознательно зашли на мой канал, чтобы выискать на нем хоть что-то. А не найдя, объявили себя правообладателями на чужой контент. Судя по тому, что жалобы не приходят с 18 апреля, это такая активизация моей переписки с YouTube, я думаю, что YouTube все-таки сделал вывод. А относительно данной компании, если начнутся разбирательства, я думаю, они подготовят аргументы, каким образом они нашли мой канал, кто оплачивал работу их сотрудника, который в ручном режиме 1,5 месяца перелопачивал мои видео. И тогда, я думаю, будет поставлена жирная точка.